Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня. Усаживайтесь поудобнее. Всем желаю приятного просмотра. Тем, кто о колесе жизненного баланса слышит первый раз, в этом видео мы посвятим очень много времени балансу между работой и личной жизнью. И тема сегодняшнего видео – как улучшить свои навыки балансирования между работой и жизнью. Поэтому ставьте лайки, обязательно нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым по электронной почте, по социальным мессенджерам. Завтра ваши друзья и знакомые посмотрят это видео. У вас еще один повод появится поговорить о сегодняшней достаточно актуальной теме. А тем, кто сможет внедрить что-то полезное сразу после просмотра нашего видео, я приглашаю в комментариях написать свою историю успеха. Если история успеха будет достаточно интересной, мы этому посвятим отдельное видео. Если мы сейчас рассматриваем колесо жизненного баланса, я напомню, что в колесе жизненного баланса LongSwim у нас существует 3 состояния. То есть мы любое свое состояние оцениваем цифрами от 0 до 10. И если мы попадаем в диапазон 8-10, у нас очень стабильное состояние. То есть состояние очень высокой энергетики, у нас очень высокая производительность, мы никогда не унываем. Счастливчики в жизни, то есть состояние, лучше которого не бывает. В противоположное ему у нас существует в колесе жизненного баланса LongSwim состояние 0,4. Оно характеризуется тем, что мы очень сильно подвержены эмоциям, мы очень сильно зависим от этих эмоций, неважно, это положительные или отрицательные эмоции, и из-за того, что мы поглощены этими эмоциями, у нас очень мало времени остается для действий, и особенно мало остается времени для действий в направлении собственных целей, которые мы себе поставили, или те цели, о которых мы мечтали. В общем-то, состояние 0,4 – это состояние, когда мы не можем сфокусироваться на собственных целях. Зачем я сейчас повторяю азы состояний в колесе жизненного баланса? Потому что мы эти состояния будем сейчас использовать для того, чтобы вы понимали, как можно найти баланс. И давайте сейчас приступим к разбору такого понятия, как баланс жизни или балансировка. Баланс в жизни необходим нам как навык для того, чтобы мы, попав в состояние неравновесия, когда мы потеряли какие-то ориентиры, когда на нас очень сильно влияют внешние факторы, мы могли вернуться в состояние равновесия и в этом состоянии равновесия уверенно двигаться в направлении своих целей, которые мы себе поставили в виде краткосрочных достижений, долгосрочных достижений. И я сейчас вам напомню, на чем фокусируются люди, которые находятся в состоянии 8-10. Люди в состоянии 8-10, они больше склонны фокусироваться на долгосрочных целях, потому что в долгосрочных целях есть очень большой потенциал. Для выполнения долгосрочных целей у людей в состоянии 8-10 сформирована своя экосистема из единомышленников, необходимых ресурсов. При желании они количество ресурсов, которые могут привлечь в проект, могут эту задачу решить за достаточно короткий срок. В противоположность состоянию 8-10, люди состояния 0-4, они очень плохо умеют использовать те возможности, которые есть у них буквально под рукой. Им для того, чтобы сосредоточиться в направлении цели, необходим рабочий настрой. Этот рабочий настрой они пытаются взять из внешних факторов. Для них важно одобрение окружающих, для них важна еще раз проработка цели. То есть те люди в состоянии 0,4, они возможностями пользуются в очень-очень таком минимальном масштабе. Люди состояния 4-8, собственно говоря, больше сосредоточены на действиях. Они умеют работать через слово «не хочу», «не могу», умеют использовать слово «надо». И это мы все сейчас будем разбирать. Итак, давайте разберемся, как улучшить свои навыки балансирования между работой и жизнью. У каждого из нас есть свой какой-то сложившийся в течение
профессионального опыта навык, когда вы можете держать баланс между работой и личной жизнью. На определенном этапе своего карьерного роста вам необходимо сосредоточиться на работе. Для вас очень важна поддержка близких. И давайте еще раз пройдемся по колесу жизненного баланса LongSwim, чтобы вы поняли, что между работой и личной жизнью возможен баланс. Если мы посмотрим на колесо жизненного баланса, то мы заметим, что для мужчин две сферы играют очень большую роль. Это сфера карьеры и бизнес и сфера друзья и окружение. Они находятся по диагонали. И поэтому мужчины видят в этих двух сферах большую точку для приложения своих усилий. В карьере и бизнесе есть желание очень сильно сконцентрироваться, раскрыть свои творческие таланты, раскрыть свои таланты по построению бизнеса. Друзья и окружение – это те люди, с которыми они очень тесно взаимодействуют. То есть у мужчин, как правило, очень много коллег. То есть если мы возьмем всех друзей и знакомых, то у мужчин взаимодействие между коллегами наиболее сильное, очень слабое взаимодействие между родственниками. И в отличие от женщин, они очень тяжело переключаются между сферами друзья и окружение и семья и отношения. Какие способы есть для того, чтобы улучшить свои навыки балансирования между работой и жизнью? В интернете вы можете найти очень много источников, которые предлагают свое видение. И я вам сейчас расскажу несколько принципов, которые вам помогут сосредоточиться на выборе системы балансировки. Система балансировки – это результат двух вещей. Это ваша теоретическая основа, как вы видите, в чем заключается баланс. Следующий момент – это какой инструментарий вы выбираете для того, чтобы вы этим балансом смогли воспользоваться. И третий, самый главный момент, ради чего вам находить баланс, то есть как монетизировать вот этот баланс. И это все мы сейчас рассмотрим в этом видео. Итак, первый вариант для того, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью, это нужно прийти к тому, что принять неудобное, что может быть, когда вы идете к своим целям. В колесе жизненного баланса LongSwim есть своя миссия, это стремление к профессиональному долголетию, к личному долголетию. То есть мы утверждаем, что в возможностях каждого человека есть свое профессиональное долголетие, то есть вы можете быть в профессии достаточно долго, даже дольше, чем ваш пенсионный возраст. Для этого существует такая схема, как наставничество, то есть сфера передачи своего опыта. Чем раньше вы придете к этапу наставничества, тем больше у вас возможностей находиться в профессии, больше реализовываться как специалист, наставник, эксперт. И таким образом мы плавно переходим к личному долголетию. В личном долголетии очень важны сферы здоровья и спорт, и духовный рост и творчество. То есть это баланс между духовным и физическим развитием. Эта диагональ очень важна для того, чтобы мы понимали, что две сферы играют очень большую роль для того, чтобы мы не сходили в сферу эмоционального и физического выгорания. Нарушение баланса между работой и личной жизнью ведет, как правило, к эмоциональному выгоранию. Почему? Потому что сфера духовный рост и творчество находится рядом с карьерой и бизнес, и, соответственно, мы в первую очередь, когда больше внимания уделяем работе и забываем про свой отдых, мы получаем первые признаки эмоционального выгорания. Я еще раз сейчас вернусь к тому, что первый вариант и самый главный, то есть нужно принять, что дорога к своей цели, она не всегда гладкая. Иногда это преодоление препятствий. И для того, чтобы принять преодоление препятствий, нужно согласиться, что путь будет нелегким, путь будет тернистым, и вам, для того, чтобы вы сфокусировались на целях и не теряли цели из виду, для некоторых проще отказаться от своей цели, чем согласиться с тем, что цель нужно достигать с первой, со второй, с третьей, с четвертой попыткой. То есть это нужно
понимать, что в этих неудобствах заключен потенциал для роста. В чем он выражается? Он выражается в том, что вы приобретаете жизненный и профессиональный опыт, и этот опыт вам пригодится, когда вы будете ставить себе более амбициозные задачи, когда вы будете переходить от рутины к долгосрочным достижениям, к краткосрочным достижениям. Вот этот опыт необходимо откуда-то взять. Опыт нельзя купить, его нужно пройти, когда вы будете реализовать свои маленькие, не самые амбициозные цели, а потом, получив этот опыт, сделав из него выводы, можете уже смело идти к своим долгосрочным и очень амбициозным целям. Второй принцип, второе решение для того, чтобы находить баланс, это фокусирование. Фокусирование дает вам возможность понимать, что в данный момент времени, вот на данном этапе реализации вашего проекта, на данном этапе работы, вот это вот находится в вашем фокусе, все остальное имеет второстепенное значение. И первое, к чему нужно внимательно присмотреться, это распределение времени. Сколько времени вы уделяете работе, это может быть 40 часов в неделю, это может быть 30 часов в неделю, и сколько времени вы можете выделить для сферы семья и отношения. Это может быть 20 часов, это может быть 10 часов в неделю. В любом случае вы должны понимать, что распределение времени, оно подчиняется рациональным законам. Вы в этом месяце выделили 40 часов на семью, в следующем месяце вы можете выделить 60 часов на семью и отношения. И это такой вот плавный переход к тому, что в этом месяце уже резерва времени нет. В следующем месяце вы резерв времени через планирование заранее сделали, и семья получает дополнительное ваше внимание не в этом месяце, а в следующем. Следующий момент, очень важный, особенно для людей состояния 4-8, это поиск баланса. В этом месяце вы нашли инструментарий для баланса, и он выглядит таким образом. В следующем месяце изменились внешние обстоятельства, вам нужно прилагать больше усилий для того, чтобы удержать баланс, и вы должны понимать, что поиск баланса – это вполне нормальное явление. Почему? Потому что в колесе жизненного баланса мы как бы не теряем из своего вида цель, к которой мы стремимся. Мы понимаем, как мы воспользуемся результатами этой цели, мы понимаем, как мы можем монетизировать наши достижения. И когда вы на этом фокусируетесь, через свой дневник, ежедневник, вы понимаете, что ваши эмоциональные моменты в данном случае сведены к минимуму. Они будут присутствовать, но они сведены к минимуму, и вы будете рационально выбирать. Есть очевидные признаки преимущества, которые вы получите, и есть некоторый эмоциональный дискомфорт, который необходимо потерпеть, необходимо выдержать ради того, чтобы прийти к этой цели. Следующий момент – это погружение. То есть нам нужно научиться погружаться в детали в этом месяце, выходить из погружения в следующем месяце. То есть для нас важно умение видеть вблизи все детали и при этом не терять кругозор и масштаб идей. Этот принцип очень важен для людей состояния 8-10. И я еще раз вам напомню, что люди состояния 8-10, они одинаково успешны как в краткосрочных достижениях, так и в долгосрочных достижениях. Люди состояния 4-8, они в годовых целях имеют очень мало долгосрочных целей. Почему это происходит? Потому что их миссия людей состояния 4-8, я все делаю сама, ни в чьей помощи не нуждаюсь, доказываю миру, что я это могу сделать сам без посторонней помощи. Люди состояния 8-10 уже пришли к выводу, что достижение собственных целей возможно без их участия. Для этого нужно собрать единомышленников, воодушевить их идеи и уметь распределить людей на всем этапе проекта, на всем этапе распределения времени или усилий команды единомышленников. И люди состояния 0-4, у них основная проблема заключается в том, что они испытывают очень большие сложности для того, чтобы начать что-то новое, неизведанное, в чем они не имели опыт, но они очень легкие на подъем, если это какие-то рутинные дела, очень легкие на подъем, что касается развлечений, отдыха и
прочих моментах, связанных с удовольствиями, в этом есть плюс людей состояния 0,4. И вы, когда изучаете колесо жизненного баланса, вы начинаете понимать, как людей в различных состояниях, то есть состояние 0,4 нестабильном, мотивировать на цели, людей рациональных, состояние 4-8 мотивировать для целей, и как взаимодействовать с людьми состояние 8-10, потому что они вас будут тянуть к новым достижениям. Итак, возвращаемся к вопросу, как улучшить свои навыки балансирования между работой и жизнью. И следующий пункт, на котором я хотел остановиться, это фокусировка на положительных эмоциях. Мы опять возвращаемся к людям в состоянии 0,4. Таких людей большинство. Они нас окружают буквально плотным кольцом. Это люди очень сильно зависят от настроения своего окружения, ближайших родственников, друзей, знакомых, коллег. Для них важно одобрение, поощрение, благодарности. И когда вы фокусируетесь на положительных эмоциях, вы вот чашу баланса между негативными и положительными эмоциями смещаете в сторону позитива. То есть люди состояния 0,4, они одинаково испытывают эмоции отрицательные, положительные, они в них погружены, они в них постоянно купаются, поэтому если вы находитесь в состоянии 4-8, 8-10, с благодарностью относитесь к своему окружению, которое находится в состоянии 0,4, чаще их хвалите за мелочи, за большие подвиги, делайте это с искренностью, для того, чтобы люди в состоянии 0,4 чувствовали вас поддержку и плавно переходили в состояние 4,8. Люди в состоянии 4,8, они, как правило, не очень любят похвалу, рассчитывают, что это необоснованная лесть, но, тем не менее, они тоже нуждаются в похвале, концентрируются на положительных эмоциях. Здесь в данном случае рекомендуется замечательное чувство юмора, то есть люди в состоянии 4,8 любят сарказм, юмор. Для них это умение блеснуть своей эрудированностью, кругозором. Они эти вещи очень хорошо поощряют. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это периодическая корректировка приоритетов. Сегодняшнее видео будет включено в плейлист в мае, и не случайно мы в мае, в 5 месяце этого года, фокусируемся на балансировке, потому что у нас за плечами куча выполненных и невыполненных планов. То есть, если мы сейчас подведем итоги, то мы увидим, что некоторые вещи, которые мы делаем каждодневно, рутинно, уже теряют свою эффективность. Нужно заново пересматривать приоритет, чтобы в этой рутине найти какое-то воодушевление. Что касается краткосрочных целей, мы должны реально оценить свои силы и время, то есть закончим мы эту рутину или краткосрочные дела в заданный срок, который мы наметили, или мы уже соглашаемся с тем, что часть проектов и наших достижений будет смещено по времени на следующий месяц, и нам во втором полугодии этого года придется прилагать больше усилий для того, чтобы все то, что опоздало в первом полугодии, было подведено к нашему финалу. Это нормальное явление, потому что итоги этого года мы будем подводить в ноябре месяце и плавно понимать, что мы в течение года все успели, но в период времени полугодия мы в каких-то моментах отстали. В течение какого времени нужно делать периодические корректировки приоритетов? Приоритет у нас каждый месяц может быть один. То есть приоритеты, как правило, не распространяются на рутину. Рутинная деятельность – это выделили свободное время, решили делайте, не делайте. Собственно говоря, вам важно, чтобы в течение месяца рутинные дела по возможности 50-70% были сделаны. Что касается краткосрочных задач, здесь метод приоритетов работает самым эффективным образом. То есть краткосрочные задачи – это основная сфера деятельности людей в состоянии 4-8. Они не любят планировать далеко, они более реалисты, очень приземленные люди, стараются приложить какое-то минимальное усилие и сразу получить какой-то результат. Работать долго для них, скажем так, непривычно. Это не значит, что они не могут делать долгосрочные цели или достижения. Для них это немного скучно, если мы говорим об эмоциональной стороне. Второй момент, они
очень имеют плохие навыки монетизации своих достижений. Люди состояния 8-10, они очень сильно ориентируются на монетизацию и готовы некоторые проекты делать в течение 1-2 лет, и в конце этого получить какую-то готовую инфраструктуру для зарабатывания бизнеса. Этим и объясняется, что люди, работающие в профессии, которые находятся в состоянии 4-8, у них очень большие сложности для того, чтобы открыть собственное дело. Они взвешивают все за и против. Очень любят, когда за них что-то сделали, построили им бизнес, передали какой-то бизнес, купили под них бизнес. Но даже если этот бизнес к ним приходит, они в этом бизнесе не делают больших достижений. То есть в состоянии 4-8 амбиции, как правило, средние и ниже среднего. У людей в состоянии 8-10 амбиции очень высокие, и они стараются выстроить инфраструктуру из единомышленников и доступных средств и связей для того, чтобы реализовывать достаточно масштабные проекты. Следующий момент, что нужно делать для того, чтобы найти баланс, это рассмотрение альтернатив и проявление достаточно большой гибкости при реализации цели. То есть выбор маршрутов, которыми мы будем достигать цели, он должен быть достаточно гибкий. То есть если мы в этом месяце шли одной дорогой, выбрали какую-то возможность, делаем это в какой-то последовательности, у нас это очень сложно получается, мы испытываем большие трудности, несем большие трудозатраты, у нас большие финансовые затраты в связи с непредвиденными расходами. Рассматривайте альтернативные пути, ищите возможности делегирования каких-то моментов, или просто ждите, когда в вашей жизни появится такая возможность, когда все сложится каким-то своим легким способом. Рассмотрение альтернативы. Для чего нужно? По мере погружения в проект, по мере погружения в краткосрочные задачи, вы глубже погружаетесь в детали, вы становитесь уже экспертом. Я вас поздравляю, вы приобрели практический опыт, и вот эти вот знания, дополнительный опыт, большое количество ошибок или хорошее взаимодействие с экспертами дает вам возможность изменить путь достижения цели. Это достаточно непростое решение для первого раза, но по мере того, как вы будете практиковать колесо жизненного баланса, вы начинаете понимать, что к некоторым вещам нужно относиться с легкостью. Помните, что у вас на год 50 целей. 50 целей – это примерно 4-5 целей в месяц, и для того, чтобы выполнить 4-5 целей в месяц, нужно иногда принять, что некоторая цель пускай будет достигнута, но на оценку 4 с плюсом, не на 5 с плюсом. Это тоже достаточно хороший результат. Это тоже альтернатива для вашего мышления. Еще раз повторюсь, что мы для себя принимаем решение, делаем мы достижение цели с перфекционизмом, либо мы понимаем, что этот результат тоже нас устраивает, если он будет сделан на 4 с плюсом. Следующий момент, он, наверное, самый главный. Если у вас есть желание свой опыт привести в реальную привычку, повседневную деятельность, смело внедряйте изменения. Желательно эти изменения сделать плановыми, то есть мы используем календарь, планируем изменения на следующий месяц, планируем изменения через 2 месяца, через 3 месяца. И таким образом вы, не напрягая всю систему, которая у вас и так находится в достаточной мобилизации, потому что 4-5 целей, которые есть у вас и к которым вы стремитесь, это очень такой напряженный режим дня. Но если вы научитесь в этом режиме дня жить, вы получите колоссальное удовольствие от жизни. Итак, подводим итоги. Тема сегодняшнего видео – как улучшить свои навыки балансирования между работой и жизнью. Мы попытались вам передать 5-10 основных моментов, на которых можно сконцентрироваться. Тем, кому эта информация показалась полезной, пожалуйста, пишите комментарии. Если у вас есть какая-то альтернативная информация, и вы уже обладаете опытом наставника, тоже пишите в комментариях, указывайте источники, указывайте экспертов, которые помогли вам разобраться в ситуации, которые стали вашими кумирами. Еще раз повторю, что колесо жизненного баланса LongSwim – это открытая система, это некая система, таблица Менделеева, где вы можете добавлять свои инструменты. Может, в этом году нет возможности добавить какой-то инструмент, в следующем году такой инструмент появится, и мы с удовольствием добавим, сделаем по этому инструменту отдельное видео.
поэтому не стесняйтесь писать свои истории успеха. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым, ставьте обязательно лайки, нажимайте колокольчики. Всем желаю хорошего дня, у вас все получится, я в вас верю.